Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу рецепт из моей молодости. Сегодня у нас будут баурсаки. Все, кто меня смотрит уже давно, знают, я говорила, что я родилась в Баку, но где-то, когда я была в 3 классе, папу послали работать в город Новый Узень, это в Казахстане, и мы переехали туда. Там я прожила около 8 лет. И вот за эти 8 лет, мои дорогие, нет, не 8, я там прожила 5 лет. И вот за эти 5 лет я научилась, как я научилась, то, что у меня мама начала готовить дома. Она никогда раньше не готовила баурсаки, а тут она стала готовить баурсаки. Она никогда раньше не готовила осетинские пироги, а тут у нее появилась подруга осетинка. И эти осетинские пироги у нас дома были постоянно. И еще было много-много-много всего вкусненького. Сегодня я вам покажу баурсаки. Это самый легкий рецепт баурсаков. Бывают баурсаки, конечно, дрожжевые, я их тоже делаю, но сегодня у нас баурсаки будут очень быстрые, бездрожжевые, на соде. И этот рецепт вам 100% пригодится потом, потому что на этом тесте можно делать бесподобные пирожки и даже можно пироги делать. Попробуйте сделать эти баурсаки сегодня со мной, получится они всегда. И они очень-очень легкие, получится они у всех. Абсолютно несложный рецепт, потому что я его делала, когда была еще очень-очень маленькая. Ну что, мои дорогие, начнем? Рецепт моей молодости, очень старый и проверенный очень-очень много раз. Ну что, мои дорогие, начнем готовить? Сегодня, мои дорогие, баурсаки у меня будут бездрожжевые на кефире. Здесь у меня 300 мл кефира, любой жирности берем кефир, конечно, и любой температуры. У меня комнатная температура. Отправляю в посуду, где буду замешивать тесто. Сюда же добавляю 1 чайную ложечку соды. Перемешиваю хорошенько. Кефир уже у нас сразу же начинает играться. Добавляю 2 яйца. И 1 чайную ложечку соли. 1 чайная ложечка сахара. Если вы хотите, чтобы баурсаки у вас были сладкие, добавляйте побольше сахара. И 50 грамм растопленного сливочного масла. Можно сливочное масло заменить, конечно, растительным. Перемешиваю хорошенько и начинаю добавлять муку. 600 грамм муки у меня, мука уже просеянная. Я свою пропорцию знаю очень хорошо, поэтому я сразу добавляю муку. Вы, конечно, муку добавляете постепенно, потому что тесто на кефире имеет такое свойство впитывать очень много муки. Поэтому все делаем осторожненько и потихонечку. Добавляю остаток муки и начинаю замешивать тесто. Замешивается тесто очень-очень быстро. И вот такое оно у нас получается. Еще пока к рукам прилипает, конечно, чуть-чуть. Нам понадобится еще 1 приблизительно столовая ложка муки. Переносим все тесто на поверхность и соберем его еще раз. Нужно будет, конечно, тесто в идеале оставить отдохнуть хотя бы на 20 минут. Накрываем крышечкой или полотенцем. Тесто у нас уже полежало 20 минут. И будем его разделывать. Разделяю все тесто на 2 части. Сейчас нужно будет раскатать каждую часть или в квадрат, или в круг, кому как нравится. Мне почему-то всегда удобнее раскатывать это тесто квадратом. Нужно будет тесто раскатать приблизительно 7-8 мм толщиной. Я вам покажу потом, какие у нас будут баурсаки, когда мы их порежем, какая толщина будет у них. И начинаю раскатывать. Тесто очень хорошо раскатывается, потому что оно полежало у нас 20 минут. Раскатала тесто вот в такой квадрат. И сейчас нужно будет его нарезать. Нарезаете какой хотите стороной ножа, даже простым ножом можно нарезать. И можно же, конечно, вырезать стаканчиком, кругляшки такие. Я нарезаю полосочки по 2 пальца толщиной. И потом вот так поперек. Краешки собираю, потом я их снова раскатаю. И переношу на бумагу, на любой подносик, на любую досочку, кому как удобно.
Я раскатываю. Вот такой толщины они у нас получаются. Видите, 7 миллиметров, 7-8 миллиметров. Не нужно их делать ни очень толстыми, ни очень тонкими. Очень тонкие получатся жестковатые, а толстые не прожарятся. Точно таким же образом раскатываю и второй кусок и нарезаю. Смотрите, мои дорогие, я сегодня делаю бурсаки не очень сладкие. Но если вы хотите, как я вам уже сказала, добавьте сахар. Небольшую кастрюльку наливаю пол-литра растительного масла. И нужно будет разогреть масло. На средней мощности, у меня здесь 1200, у меня предельная мощность у этой плиты 2000. Как только масло разогрелось, бросаю маленький кусочек, чтобы проверить температуру масла. Если кусочек тут же поднимается наверх, то значит масло уже у нас готово. И выкладываю наши бурсаки. Приблизительно сюда помещается у меня где-то 5-6 штук. Переворачиваю. И обжариваем все бурсаки вот точно таким же образом. Мои дорогие, напишите мне, откуда вы меня смотрите и вообще знакомо вам это блюдо или нет. Например, сколько я жила в Баку, в Баку никогда мы их не жарили. И именно в Казахстане это блюдо я узнала. Получается очень вкусно и очень быстро. Дожариваю остальные бурсаки. Все время у нас уйдет только на то, чтобы замесить тесто. Жарятся бурсаки очень быстро. И, конечно, в идеале их подавать горячими. Вот такая красота у нас получилась. Маленькие-маленькие подушечки. Мягкие, воздушные. Вообще безвесные они у меня сегодня. Поломаю, посмотрю, какие они у нас внутри получились. Посмотрите, прелесть. Очень вкусно бурсаки с медом и со сметаной. И даже просто вот так сахарной пудрой посыпать. Замечательно. Мои дети их всегда очень любили, когда были маленькие. Попробуйте сделать по моему рецепту. У вас всегда получится, мои дорогие, потому что рецепт абсолютно несложный, очень легкий. Пишите мне, откуда вы меня смотрите. И нравятся вам мои рецепты или нет. И что еще, конечно, хотите вы увидеть от меня. Будем прощаться. Всем приятного аппетита, приятного чаепития. До новых встреч. Всех люблю. Пока-пока.